В 70% случаев, согласно определенным источникам, наблюдается при ВИЧ-инфекции в острой стадии боль в горле, насморк, кашель, то есть в принципе все признаки ангины. Как только по клинической картине исключить СПИД, ВИЧ, человек не пойдет сразу в ВИЧ-центр сдавать анализы. Вот менталитет у нас такой, не пойдет, а вдруг будет положительный результат. Да, есть такой подход. Значит, по клиническим симптомам мы никак не исключим и не подтвердим ВИЧ. То есть это будет респираторный синдром со всеми вытекающими отсюда нарушениями, с красным либо разрыхленным горлом, возможно, с увеличенными миндалинами, возможно, с каким-то налетом на миндалинах, уже присоединившейся вторичной инфекции, возможно, с увеличенными лимфоузлами, с повышенной температурой, с ломотой в теле. И здесь мы никоим образом не дифференцируем. Это ВИЧ, это грипп какой-то, ОРВИ или там респираторный вирус, это вирус Эпштейн-Бар дает нам такую картину. Тут только сбор анамнеза. Если больной четко будет указывать, что там 3 недели сидел назад где-то с кем-то непонятно какой-то иглой кололся, зачем тоже непонятно, но дали попробовать. И теперь вот через 3 недели или через 2 недели у него это развилось. Можно провести параллель с ВИЧ, но подтверждение или исключение данного диагноза будет идти только через лабораторным путем. Давайте опять же вспомним законодательную базу. То есть установка диагноза ВИЧ это достаточно серьезный факт в жизни пациента, не только пациента и в жизни врача. Это ответственное действие, которое оговорено законодательной базой. То есть ВИЧ-инфицированные пациенты получают ряд ограничений в своих правах. Они не могут быть донорами, у них есть обязательства перед другими лицами сообщать о своем ВИЧ-статусе, они представляют угрозу заражения для других лиц, но с другой стороны они получают ряд и социальных поблажек, то есть у них идет какие-то выдача лекарств, какая-то часть обследования лечения бесплатной и так далее, и так далее. Предусмотрена какая-то социальная помощь на ВИЧ-инфицированных детей. Но есть отрицательные моменты, когда у человека, то есть он обязан прийти в ЛПУ, предупредить о том, что ВИЧ, он ограничен в выборе полового партнера, он должен полового партнера предупредить о том, что у него ВИЧ, иметь средства защиты. Извините меня, тут более, если я встретил девушку, она мне говорит, ВИЧ, я не знаю, буду ли, захочу ли с этой девушкой дальше продолжать отношения. И наоборот, девушка встретила парня, он классный, все хорошо, он говорит, у меня ВИЧ. То, что было сказано, многие не пойдут, да, это боязнь, но многие идут ведь не только ВИЧ. Мы имеем мы имеем вот классическую фразу, я помню. Доктор, посмотрите мой анализ. Анализ очень печальный. Очень печальный. Анализ, который наталкивает на мысль, плюс вид больного, и это сам наталкивает на мысль то, что нужно отправлять к гематологу. Нет ли там лейкоза? И они говорят, посмотрите наш анализ. Ну, посмотрел, здесь плохо. Доктор, а что там? А то мы боимся, вдруг у нас лейкоз. Мы боимся, вдруг у нас лейкоз. Понимаете, человек уже давно должен находиться под наблюдением врачей, получать лечение, потому что на сегодняшний день эта группа заболеваний, лимфомы, лейкозы, они излечимы. Ну, не все 100%, но большой процент пациентов, которых можно излечить. Но они боятся, что у них лейкоз, они не идут к врачу. Также и с ВИЧ. Они боятся, что у них ВИЧ, они не идут к врачу. Они боятся узнать это печальное, неприятное известие. Это уже психология. Первое. Второе, они боятся попасть под пресс общества, под пресс окружающих, если узнают, что они ВИЧ-инфицированы. Это готовность нашего общества принять этих людей к себе или вернуть, или как назвать это. Когда он в ту дверь зашел, он как бы из социума вышел. И через сдал кровь, вышел через день или сегодня, или на следующий день получил ответ и вышел уже с бумажкой о том, что у него ВИЧ. Ему нужно опять вернуться в социум. А социум не всегда его принимает. Но это уже проблемы, ну и врачей, наверное, в том числе. Но это проблемы уже и психологов, и властей, и всего остального. Мы эту работу ведем с начала 90-х годов, и по-прежнему эти фобии, это невосприятие в меньшей степени, но все равно имеется. Я помню тех первых случаев детей, когда мамки прибегали и говорили, вот у нас в классе ВИЧ-инфицированный ребенок, все, пишем все заявления, чтобы его удалить из школы и все остальное. То есть начиналась дискриминация по ВИЧ-статусу. На сегодняшний день уже к этому более спокойно относятся, но все равно холодок есть. То есть тут это скорее тут не потому, что, ну да, правильно вы задали вопрос, они боятся идти сдавать кровь на ВИЧ. Объяснение этому причины есть. Но по одной клинике
ВИЧ не поставишь. Увы, только лабораторное подтверждение. Какие неврологические симптомы могут свидетельствовать о развитии ВИЧ-инфекции в острой стадии? Либо развиваться на фоне ВИЧ? Вот, наверное, более правильно развиваться на ВИЧ, потому что в острой стадии, как таковых, неврологических симптомов не будет. Ну, будет головная боль. Ну, может быть, там боль в глазах, то есть то, что объясняется интоксикационным синдромом. А вот уже на более поздних развитии ВИЧ, тогда да, симптоматика начинает приобретать уже такой специфичный характер. Ну, во-первых, это, безусловно, головные боли. Это уже и нарушение памяти, могут постепенно прогрессирующие. При ВИЧ начинается демиелинизация, то есть участки как бы тоже выеденные молью. И, собственно говоря, то есть если длительно идет развитие этой симптоматики, то она может даже напоминать клинику рассеянного склероза. Но могут быть и по типу ВИЧ-энцефалопатии, то есть резкие такие какие-то, резкое развитие всей симптоматики, когда развивается все бурно, это головные боли, появление какой-то там ригидности мышц. Но самое основное это будет боль, снижение памяти, появление вялость в конечностях, может даже с какими-то нарушениями функций, что, собственно говоря, заставляет пациентов обратиться к врачу, и при обследовании выявляется ВИЧ, либо при уже известном ВИЧ-статусе, это позволяет установить диагноз нейроспид, ну и, собственно, соответствующим образом этих пациентов вести. В острой стадии увеличиваются печень и селезенка? Да, в острой стадии могут увеличиться печень и селезенка, это может соответствовать окончанию инкубационного периода, и, как правило, длится это недолго, с возвращением органов на место. Но затем, по мере развития ВИЧ, по мере прогрессирования ВИЧ, уже когда далеко зашедшие стадии, то печень и селезенка увеличиваются. А в острой стадии увеличиться может. То есть это соответствует классике, всем правилам развития инфекционного процесса, данного инфекционного процесса. Сколько вообще длится острая стадия ВИЧ? Острая стадия ВИЧ начинается после инкубационного периода и может длиться от 1 до 2 до 3 месяцев, в принципе. Она сменяется бессимптомной стадией. Действительно ли на ней нет никаких проявлений ВИЧ-инфекции? В принципе, никаких проявлений нет. То есть уходит острое проявление, все. То есть пациенты приходят абсолютно здоровы. То есть для них статус ВИЧ является шоком, то есть ударом, открытием. То есть они вдруг где-то кто-то сдает кровь, женщина беременеет, в роддоме сдает кровь и говорят: ВИЧ. Опа. Начинают обследовать полового партнера, берут мужчину, обследуют ВИЧ. Опа. И все, и все ходят, все в шоке, все не знают, что делать. И уже у нас и сыпь на коже нашлась, и диарея вдруг у нас появилась, и голова у нас начала болеть, и ноги отказывать, и вообще я вся больная, завтра умру. И лимфоузлы уже такие висят, как утиные яйца под мышками. Приходит, по факту смотришь, ничего нет. То есть включается вот эта вот первая, психологическая стадия неприятия болезни, то есть я умру, все остальное. Ну, с этим нужно бороться, с этим нужно помогать. Есть тоже специалисты, которые призваны это делать. Сколько может продлиться такая бессимптомная стадия? Бессимптомная стадия может продлиться и 6 месяцев, и год, 2, 5, 10. Зависит много от многих факторов. В первую очередь, какой штамм вируса зашел к пациенту, ослабленный, не ослабленный. Второе, как реагирует его организм, его иммунная система, то есть насколько иммунно сильный организм. Какой человек ведет образ жизни, насколько он добавляет, способствует ВИЧу справиться с его организмом. То есть неправильный образ жизни, нарушение режима сна-отдыха, нарушение питания, нарушение вредные привычки. Все это приводит к ослаблению, к интоксикации, к обострению вторичных инфекций и сопутствующих инфекций, и, собственно говоря, к прогрессированию заболевания. Но я в своей видел жизни, в своей практике, вернее, то, что у меня были пациенты. Если брать 90-е годы, это было, опять же, нельзя сравнивать. В 90-е годы больше шли инъекционные наркоманы, наркозависимые. Сейчас ВИЧ переместился в более благополучные социальные слои, то есть превалирует половой путь передачи. И здесь совершенно по-разному выглядят сроки. Если тогда сроки бессимптомного носительства были 3-5 лет,
то сейчас сталкиваюсь с пациентами, которые уже 10-12 лет имеют ВИЧ, и в принципе инфекция себя не проявляет. Опять же, говорить о бессимптомном носительстве на сегодняшний день очень сложно, потому что программы по АРТ-терапии, которые вот уже работают тоже порядка сколько тому, лет 10, если не больше, массированного проведения АРТ-терапии, позволяют держать пациентов на стадии бессимптомного носительства, либо там каких-то первичных клинических проявлений, периодически там какая-то, ну там может у кого-то пневмония раз в год разовьется, может какие-то кожные заболевания, которые мы тоже приписываем уже клиническим проявлениям, но в основном бессимптомное носительство, но на АРТ. Поэтому тут тоже, у него да, бессимптомное носительство, но оно уже искусственно поддерживаемо. И поэтому сказать, сколько продлится бессимптомное носительство, я четко сказать не могу. То есть литература говорит одно, практика показывает другое. Но это от 2-3 до 80 лет.